Друзья, всем привет, серферы, бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наши эфиры, аж два сегодня их будет. Второй будет мой моноэфир по этому несчастному самолету, который сбили россияне, потому что там как в зеркале все вот отразилось. Малайзийский Боинг 2. Да. Вот. А первый эфир, как вы уже услышали, с Давидом Сакварелидзе, который у меня в студии. Давид, добрый вечер. Приветствую. И мы начнем с чего? Мы начнем с Трампа, потому что мы подходим к Новому году, и очевидно, что следующий год он будет под знаком трампономики, трампополитики, Трампа всего. Год Трампа будет. Да, год Трампа не будет. Змея Трампа. Да, и все ждут, собственно говоря, когда же пройдет инаугурация, потому что после нее запляшут очень многие процессы. Да? И вот в твоем понимании, чего ждать от Трампа? Вот что он будет делать? В какой логике движется его команда? Потому что мы видим, что команда очень разношерстная, несмотря на то, что Трамп более основательно в этот раз подошел к ее формированию. Но там тоже есть внутренние конфликты. Один Маск чего стоит там, да? И походу он там раздражает много кого. Естественно. У нас же сформировалась за это время новая наука, социологическое направление, трампология в Украине, в принципе. Это вот ты включаешь YouTube, и каждое утро начинается, а что же сделает Трамп? Я думаю, что на доктринальном уровне как раз это не тот человек, у которого есть определенная доктрина какого-то долгосрочного развития, долгосрочного движения какого-то и так далее. Из-за того, что его с Путиным объединяет одна черта. Они оба ненавидят все, что останется после них, мне так кажется. Поэтому все его решения будут направлены на краткосрочные какие-то победы, которые он может достичь и сразу же конвертировать в собственную победу. Вот если посмотреть, например, на его риторику в отношении Украины, он же ни разу не сказал, что не обвинил Россию, так сказать, в агрессии. Да? Он очень осторожно, если это можно назвать осторожностью, обходит все углы и говорит: я против войны, вот я против, чтобы люди умирали. А вот я сторонник, чтобы война закончилась, чтобы люди не гибли. А как она закончится, это же его избиратель не особо и волнует, по большому счету. Да? На чьей стороне останется Запорожье, там Херсон, какое количество будет у Украины вооруженных сил, на каких основаниях мы будем что-то подписывать или не подписывать и так далее. Поэтому это человек быстрых побед, который должен скоммуницировать эти победы, что вот я за свою каденцию добился вот этого и этого. А что будет после меня, взрослые люди уже разберутся сами как-нибудь уже, потому что меня же не будет. А если Трампа нет, то пускай оно горит все дотла. Вот такой психология это человек. Я думаю, что это очень временная команда, потому что мы помним первую его команду, когда он приходил. Да, мы можем сказать, что он там был впервые президентом, тогда было мало опыта и так далее, когда раз в несколько месяцев менялись его ключевые то советники, то главы департаментов и министры и так далее. Сейчас, возможно, случится аналогичное, потому что все пытаются сейчас бурно запускать какую-то деятельность бурную, да, все как-то тянут свою лепту в разные стороны, а не факт, что Трамп этого хочет, и это будет совпадать, так сказать, с его логикой действий. Вот я считаю, что все будет так, как решать будет он сам. Это не человек, который будет там каким-то инклюзивным, который будет там делегировать какие-то свои полномочия на какие-то идеи, на того же Илона Маска. Про Илона Маска у меня вообще есть впечатление, что он станет самым ярым критиком Трампа в финале его каденции. Они рассорятся и разругаются по-любому, потому что, несмотря на влияние Маска и его большую роль, огромную роль в том, что Трамп стал президентом, эгоцентризм Трампа все-таки, я думаю, что возьмет верх. Такие люди такого размаха, амбициозные, не любят тех, которым приходится идти с поклоном за деньгами и унижаться. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы Илон Маск направил на самом деле свою энергию. Он очень глобальный человек, объективно говоря, несмотря на его поверхностные высказывания по поводу Украины. То, что нужно сегодня сделать в Америке, это развалить полностью вот эту леваческую, прогнившую государственную машину, перевести ее абсолютно на новую модель работы, оптимизировать по-настоящему те затраты, которые идут совершенно абсолютно ни на что во всем мире, не только в Соединенных Штатах, и усилить Америку
до той степени, чтобы не звучали в официальных докладах Конгресса, и мы с тобой читали, оно было везде, что если, например, мы не будем тратить там 8% ВВП на вооружение, то мы просто не конкурентоспособны вести войну и проиграем столкновение с Китаем и с Россией. Да, это же было там озвучено. То есть Америка давала достаточно такие необнадеживающие, очень слабые сигналы, несмотря на то, что это самая сильная экономика мира, а Россия там занимает там совершенно там сколько там 4% мировой экономики в сравнении с Соединенными Штатами, да, но все равно те сигналы, которые они запускали, они шли никуда. Это будет совершенно такой конец американизма. Поэтому Илон Маск нужен как такой шоковый дефибриллятор, который может диаметрально поменять определенные вещи. Там, да, например, там вот, есть какое-то агентство, которое тратит миллиарды ни на что, которое не приносит пользы, просто можно его там отменить и направить эти деньги на что-то более рациональное. Вот такой подход реально пригодится. Лучше просто не позволять Илону Маску принимать какие-то геополитические решения, в чем я не сомневаюсь, что на это у него не будет легитимности, чтобы он там дальше не утверждал, что там раз люди в Запорожье разговаривают на русском языке или в Херсоне или в Одессе, то можно это просто спокойно отдать России и договориться прагматически с Путиным, поскольку он там поймет и остановится там. Да, то есть эта ситуация показала, что даже такой интересный там визионер там и большой тяжеловес, потому что он уже реально сейчас самый тяжелый, наверное, в американском бизнесе, как Маск, он не понимает каких-то базовых вещей там в международной политике там и не только. Он сильно прагматичный и рациональный человек. Рациональные люди всегда пытаются найти рационализм в решениях других. Да? То есть они считают, что Путин, раз он 30 лет фактически уже у власти и управляет такой огромной махиной, значит он умный человек и он должен быть рациональным. Они так думают и мыслят. А почему, вот если мы предложим, вот что делает Трамп? Он же специально опускает, так сказать, Украину, унижает Украину, чтобы послать сигнал Трампу, извините, Путину, что вот я тот единственный человек, который могу тебе предложить сохранение лица, и не подумай, что я тут заступаюсь за них, я просто заставлю их делать то, что я скажу. Главное, чтобы ты согласился. Главное, чтобы ты дал согласие мне, я верну тебе за стол переговоров. А Украина, я не Байден, я не буду их гладить по шерсти. Я буду с ними так же жестко, как, например, и с тобой. Вот он такие сигналы посылает. Вот когда он говорит такие бредовые заявления, когда делает, что там Украина из-за своей глупости потеряла 400 тысяч человек, а еще 2 раза больше там военных, последнее его заявление, да, это же посыл Путину, что я их не защищаю. Я за тебя, я пытаюсь дать тебе сигнал договориться, сесть за стол переговоров. А что случится, если Путин его пошлет, и скорее всего так и случится, потому что Путин сейчас почувствовал свою силу. То есть в промежутке инаугурации Трампа, что сделал Путин? Он испытал на нас орешник и запустил новую кампанию шантажа, которая, по его мнению, пока работает, потому что оттуда послышалось эхо от Трампа, который сказал, что да не, давать разрешение Украине стрелять в клуб России, это же глупо, я бы не дал бы, это же нельзя, это эскалация. Естественно, вот риторика орешника будет усиливаться на этом фоне, потому что Путин большой специалист по блефу. Он 30 лет просидел на поднятии, имитации поднятия, повышения ставок и на блефе. И это всегда ему сходило с рук. Почему бы нет? Да. И в этой ситуации вот как выглядят перспективы, да, войны, потому что ты уже вот на это перешел там. Сегодня тоже россияне сказали там, что никаких никаких компромиссов, то есть он дальше поднимает, они дальше поднимают ставки, хотя в общем-то то, что Трамп тогда говорил по поводу их потерь и как он реагировал на ситуацию в Сирии, когда он через Твиттер там просто высмеялся над ними, оно показывает, что он ведет торг, то есть он говорит: ребят, мы тоже понимаем ваше реальное состояние, оно не такое блестящее. Да, но он ему говорит, что я единственный человек в этом мире сегодня, который готов с тобой разговаривать как с человеком. То есть я готов тебя легализировать, вернуть обратно за стол. Да? Почему бы и нет? Ты же человек прагматичный, а он не понимает, за что эта война, по большому счету. Потому что Трамп бы в жизни не развязал бы такую тупую войну, как Путин. Да? То есть все-таки он рациональный человек, так или иначе. Они не понимают. Проблема Запада и американцев в том, что они не до конца понимают сущность этих людей. До конца. Вот если даже
посмотреть, какой ресурс уходил, например, на китайский деск в Госдепе, например, да, там огромная махина работала и работает, и миллиарды тратились там на аналитику, на изучение, на агентуру в Китае и так далее. После Обамы и даже после Буша был негласный договор, что вот мы не лезем в ваши вопросы российские, мы не финансируем вашу оппозицию, мы не мутим у вас воду, мы принимаем это статус-кво и давайте там что-то находить, какие-то цивилизованные пути общения, да, то есть там по вооружению, по торговле, по газу, по всем остальным. Это все разрушилось. А понимания-то нет. То есть они остались в такой ситуации, где, в принципе, где им о такой огромной стране не на кого даже опереться в России. Просто. И такая же ситуация по Грузии была, кстати. Они категорически, вот и по региону, вот посмотрите, нет ни одной политической силы, в принципе, ни в Украине, ни в Грузии, ни в Молдове и ни в России, который финансировал бы Запад, который поддерживал прямо. Ну, поддерживает каких-то активных антикоррупционных активистов, которые и даже теоретически никогда не смогут прийти к власти. Да? То есть они есть, вроде, они какую-то информацию дают, кому-то создают дискомфорт, но это не политическая элита. Они категорически не зашли в эту историю. И тратили деньги на всякую фигню, на какую-то ерунду. Например, $120 миллионов Всемирный банк потратил на субсидирование агропроектов в оккупированной Абхазии за 2016 года. Понимаешь, да? $120 миллионов. Чтобы сын какого-то абхазского сепара, который участвует в этой программе, агропрограмме, купил себе новый Mercedes Гелендваген в Москве и гонял на ней, на эти деньги. А смысл-то какой? Кстати, вот если в Абхазию зашли, а что произошло, вот для наших зрителей объясни, что там начались вот эти какие-то бунты непонятные, там конфликт какой-то, отключение электричества. Там Абхазы просто хотят жить на халяве, там очень простая ситуация. А халява там земля. Дорогая земля, которая там вот эти все курортные прибрежные земли, старые санатории и так далее. Деньги же закончились, и надо было запустить приватизацию, а кто их купит, да, кроме русских? Никто ж туда не зайдет, в принципе. Оккупированная территория, никому никем не признанная. И бунт начался по поводу этого всего, что люди хотят просто землю, чтобы они ей владели и получали оттуда прибыль. Они не хотят, чтобы туда заходили русские, покупали, и там они ничего от этого не получали. Там очень просто все, потому что, кто читать и писать умеет, они все оттуда уехали уже давно, а там остались там люди, которые вот. И по сути такой, что статус-кво нарушен оказался, или да. Подошли к этому? Не, там постоянно эти терки есть, но они к чему-то придут, потому что, территория же на субсидии постоянно. То краник перекрою, чтобы кого-то наказать, потом пойму, что надо там дать им чем-то дышать, и вот так и будет. Теперь возвращаемся к Трампу и Украине и всем нашим делам. Кестрица спрашивает, почему вам не кажется, что Трамп в самом деле на стороне России спокойно даст Путину Украину в обмен на что-то для себя? Трамп по ощущениям хотел бы такой же власти, как у Путина. Он сейчас будет перестраивать США под себя, во всяком случае будет пытаться, и Путин ему как раз очень полезен. Я не верю в эту теорию, что любой президент Соединенных Штатов может быть агентом Путина. Это просто полный бред. Не те масштабы просто. Ты становишься президентом самой могущественной страны и оставаться, ощущать себя или находиться там в заложничестве какого-то куска дерьма, который тобой, зачем это все, да, то есть это, как он себя будет вести, вы знаете, я боюсь, чтобы Украину не сделали виновной. Потому что просто Трамп может выступить и сказать, слушайте, я старался сделать все, закончить войну, как я обещал, но украинцы упираются. Вот Зеленский упирается, он хочет продолжать войну. Такой сценарий же имеет право существовать. Конечно. И Байден виноват, и Зеленский виноват. Байден виноват, что не помог Украине вовремя, из-за него началась война, он не дал достаточно оружия. Я пытался договориться, чтобы люди друг друга не убивали, не гибли. Вот Зеленский, украинцы сумасшедшие. Вот Орбан предлагал, мой товарищ Орбан, которого я туда отправил, предлагал договариваться, там что-то там перемирие, рождественское и так далее. Не хотят. Что я могу сделать с этим, понимаете? Но это маловероятно, потому что отдать Украину, это означает, что ни с Трампом, ни с его предшественниками и ни с кем другим в будущем никто уже разговаривать и доверять им не будет. Украина слишком большая разменная монета для этой игры. Слишком стратегическая для них. Поэтому Трамп сам мучится, я не сомневаюсь. Сейчас у него огромная дилемма. Я считаю, что ему вообще очень тяжело сейчас понять вообще, как вырулить из этой ситуации. Он переживает, по нему видно.
а его советники разные делают, там выкрикивают какие-то разные теории, которые также у них, наверное, варятся в голове, так же, как и у наших трампологов в Украине, да, каждый день. То есть мы просыпаемся, а что же он сделает, а как он поступит. Мгм. Поэтому есть и третий вариант, что он может просто дать нам чуть больше оружия, чтобы мы добились какого-то определенного успеха, например, в регионе Донецка, отбросили их там на несколько километров, а потом уже там вернуться опять за стол переговоров. Есть такой вариант уже, я тоже допускаю. Мгм. Ну, в принципе, не только ты об этом говоришь, что действительно такой вариант у них рассматривается, потому что я тоже согласен в том, что для Трампа слить Украину, ну, привело бы к просто огромному потоку проблем с Европой. Даже вот возьмем такой вопрос отношения с Европой. То есть он говорит Европе, что мы будем обеспечивать безопасность тем, кто готов сражаться там, что готов на себя тратиться. Давайте нам платите за нефть, и вообще Европа должна перейти полностью за нефть, на американскую нефть и газ, и, соответственно, огромные суммы потекут в американские корпорации, в американский бюджет, потому что Трамп недоволен негативным платежным сальдом. Но по большому счету тут возникнет вопрос относительно того, как США будут выдерживать свои обязательства, потому что Украине тоже много чего обещалось. И более того, благодаря Украине американцы вернулись на энергетический рынок. И Европу вернули себе за уши. И поэтому говорить о том, что там Украина им в чистый минус, так это смешно, наоборот, в чистый плюс. Абсолютно чистый плюс. Для американцев чистый плюс. То есть те деньги, которые администрация Байдена нам дала на помощь, это просто, даже вот не капля в этом стакане, а какая-то молекула одна. То есть это вообще ни о чем. В сравнении с теми задачами, которые американцы для себя решили. И у меня сложилось такое впечатление, что Европа замерла в ожидании, и европейские лидеры хотят, чтобы все грязное дело по Украине сделал Трамп, что всю вину сбросить на него. Вот все это говно вынесет Трамп, будет склонять Украину к какому-то кабальному перемирию, проигрышному перемирию для Украины, а Европа будет разводить руками и будет говорить, а что мы можем делать? Старший брат так решил. Что мы могли? Вы же видите темпы вооружения и затрат на вооружение в Европе. Они на самом деле сопоставимы с теми рисками, перед которыми они стоят. Потому что те заявления, которые делают в Кремле, может это блеф в конце концов или нет, но мы же все понимаем, что русские раскачивались исторически очень медленно, но как только они начинали раскачиваться, то это уже становилось достаточно опасной для всего мира силой. И ВПК России работает 3 смены на сегодняшний день. И мы же не знаем, к чему они готовятся. Но человек сказал, министр обороны, что мы через 10 лет, возможно, будем воевать с НАТО, и к этому идет подготовка. Тут хороший аргумент. Коваль пишет, СССР вирішували бути союзниками чи з Гітлером. И такой момент действительно был. И в этом контексте противостояния с Китаем, которое для них является ключевым, и куда они там сейчас все ресурсы перебрасываем, это действительно перебрасывает. Это действительно такая будет лакмусовая бумажка. Потому что и Германия сейчас то же самое скатывается в жесточайший экономический кризис. И мы понимаем, что если это все будет в том формате, как это было там с 29-го года прошлого века, то, соответственно, это будет радикализировать повестку их внутриполитическую. АфД там набирает сейчас баллы. И замаячит перспектива опять объединения континентального блока, появления континентального блока, то, что Меркель почти сделала с Путиным и с Си Цзиньпинем. Есть риски этого всего. Недавно я слушал, как раз вчера слушал выступление бывшего вице-президента немецкой разведки, который работал и при Меркель. Он очень, в принципе, ничего нового не сказал. Он говорит, что они допустили ошибку. Сначала зависимость от Nord Stream была там максимум 30%, потом Nord Stream 2 это уже увеличило там до 70%. Это была ошибка, они недооценили, они не верили американцам, что война все-таки будет, потому что американцы тратят, говорит, намного больше на свою разведку, говорит, и силовые, чем мы, говорит, мы этого не делаем, и у нас, говорит, мало информации, соответственно, меньше и так далее.
Но в финале человек заканчивает, и он говорит, да, Россия может на нас напасть, мы не тратим до сих пор то ВВП и тот процент экономики на вооружение, что мы должны, говорить, делать и так далее. И финал уже. Но, говорит, я уверен, говорит, что все-таки Россия изменится, мы скучаем за русскими, говорит, мы скучаем за их культурой, за их рвением, говорит, вот это все, говорит, нам этого сильно не хватает, немцев и так далее. То есть это, говорит, человек, который в разведке работает, не политик какой-то, не композитор, не писатель и так далее, да, то есть, ну, мы сейчас фактически находимся в таком отражении Мюнхена, по большому счету, да, вот история в истории ничего нового же не происходит, все отзеркаливается раз там столетия, вот сейчас наступила та пора, когда те политические западные элиты и класс, они не в состоянии сегодня ответить вот этим вызовам, ну, они просто не в состоянии, и все. И должен произойти какой-то решафл. Этот решафл, наверное, будет в руках ультраправых. От этого мы не уйдем. Потому что они усиливаются в любой стране. Ну, это европейское. Это очевидно. На фоне миграции, на фоне социального кризиса, на фоне леваческих вот этих всех маразмов, которые, вот этих квот разных, там, обставления и бизнеса, и искусства, и всего вот этими ограничениями и так далее. Это же взорвется куда-то когда-то. Угу. Написал Самуэль Чарап, он постоянно из Ренда пишет, вот на Foreign Affairs вышла его новая статья «Путь к миру в Украине». Трампу нужен реалистичный план игры, сильные стимулы и терпение. Ну и в принципе у него такая, ну как бы, у него интересные там тексты, хотя у нас тут по привычке тоже там на его вешали этот ярлык, значит, запроданца там и так далее. И вот он, я тут буквально пару абзацев зачитаю, он говорит следующее. Чтобы избежать возобновления боевых действий, мирная инициатива США должна включать меры по сдерживанию России, заверению Украины и предоставлению стимулов обеим сторонам для поддержания прекращения огня. Гарантии безопасности для Украины, которые напрямую связаны с прекращением боевых действий, могут способствовать достижению всех трех целей. Если с будущим российским нападением связаны значительные издержки, будь то потому, что оно вызовет вмешательство третьей стороны или ответные действия со стороны Украины, вооруженной усиленными средствами сдерживания, Москва вряд ли предпримет его. А если Киев будет убежден, что его безопасность гарантирована, он сможет сосредоточиться на экономическом восстановлении демократии, а не на том, чтобы стать гарнизонным государством. Киев ищет гарантии безопасности в форме вступления в НАТО, но ни администрация Байдена, ни будущая администрация, похоже, не готовы предложить такую возможность ни во время войны, ни сразу после нее. Более того, предотвращение вступления Украины в НАТО было целью российской политики на протяжении десятилетий. И это было одним из основных мотивов президента России Путина для нападения на Украину в 2022 году. Даже если бы членство в Альянсе было жизнеспособным вариантом, это неуклюжий политический инструмент для прекращения войны. Вступление потребовало бы одобрения 32 парламентов и таким образом занял бы в лучшем случае месяц, и это бы зависело от реализации Украины множества реформ, которые не имеют ничего общего с разрешением конфликта. На самом деле существуют другие, более эффективные способы, потенциально более эффективные способы предоставить гарантии безопасности Украины в контексте переговорного прекращения войны. Со времен Второй мировой войны США неоднократно принимали двусторонние обязательства по безопасности перед союзниками и партнерами в сопоставимых постконфликтных ситуациях. Через 2 месяца после окончания Корейской войны США подписали двусторонний договор о взаимной безопасности с Южной Кореей, в котором Вашингтон обязался прийти на помощь Сеулу в случае нападения. После окончания арабо-израильской войны США достигли соглашения с Израилем, в котором он обязался принять меры по исправлению положения, если Египет нарушит прекращение огня или если возникнут угрозы безопасности и суверенитету Израиля со стороны мировой державы. Эти подходы помогли создать длительный период относительно стабильного мира и стабильности и могли бы стать моделями того, что может быть предложено Украине на будущих переговорах. Вторым видом гарантии безопасности может стать возможное членство Украины в ЕС. Очень хитрый ход. Вот я как раз хотел на него обратить внимание. Статья 42.7 договора о Европейском Союзе, известная как положение ЕС о взаимопомощи, гласит, что если государство-член является жертвой вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены обязаны оказывать ему помощь и содействовать всеми имеющимися в них распоряжении средствами. Эта формулировка, возможно, обязывает даже больше, чем обязательства НАТО по общей обороне в статье 5. И Россия уже согласилась не препятствовать членству Украины в ЕС в ходе переговоров 2022 года. Независимо от того, получит Украина обязательные внешние обязательства по своей безопасности или нет, ей понадобится независимый сдерживающий фактор в виде сильных вооруженных сил. Ну, я полностью согласен, но автор пишет, что
чтобы Украина не становилась гарнизонной страной и занималась экономическими реформами, Украина, к сожалению, обречена быть гарнизонной страной. И Украина, если хочет, мы хотим, чтобы мы физически выжили и у нас были гарантии безопасности, ну, кто бы нам не давал или давал, нам придется тратить где-то 10%, 12% ВВП на вооружение. Много лет. Или больше, возможно, не знаю. Потому что проблема безопасности — это либеральная демократия, которая часто меняется из-за правил демократии. Власть меняется, и с предыдущей властью уходят разные обязательства, как оказалось. Да? То есть, а если мы будем частью ЕС, ну, в принципе, ну, что, Венгрия Орбана нам будет помогать, если мы будем, вот у меня вопрос, или Словакия Фицо нам будет помогать, это же не зависит от того, ты член ЕС или не ЕС, ну, просто не помогут и все. Или поляки, может, поменяют отношения, не поменяют, пока мы не перейдем на какой-то другой глобальный уровень, сначала с ними не разберемся, да, там забудем исторические какие-то фобии, не будем их использовать в сегодняшней политике, по большому счету, и будем концентрироваться на какую-то современную модель Речь Посполитой, да, которая позволит усилиться обоим странам. Поэтому, ну, вы знаете, я, к сожалению, не вижу того лидера на сегодняшний день, который готов взять в себя этот поезд, первым просто взять и затянуть Украину в НАТО или в какую-то большую организацию, или просто выступить как катализатор этих больших гарантий. Вот нет такого лидера на Западе сегодня. Вот вы же видите, вроде Макрон начинает там какие-то громкие заявы, а вот мы готовы, там наш контингент, вот мы это, а потом оно где-то, потом немцы его там закидали, там британцы тоже там ему сказали, там ты не шуми пока, там послушай нас тоже, и американцы там и так далее, и все, оно потухло. Поэтому, ну, я не знаю, мы сейчас, в принципе, находимся в такой состоянии абстракции. Мы не знаем, что нас ждет в исторической перспективе, да. Мы находимся в таком же состоянии, как, Германия же не знала в 1945 году, что рано или поздно она воссоединится, что рухнет Советский Союз, например, да, и наступит пора, когда Германия опять станет единой, наверное, да, они жили там сколько лет. Ну, у Германии только была одна четкая, понятная перспектива — оккупация. Да. Вот это было совершенно четкое, да, определенно. Четкое. Да, поэтому мы за абстракцию, за то, что мы выжили физически, усилились, всегда были в форме и противостоять, и двигаться, и давить, и продавливать свою повестку. И чтобы наконец-то в Украине появился тот политический класс, который будет здраво оценивать роль, место, масштабы Украины во всем мире. И не только в региональном контексте, но мировую роль и возможности этой страны. Потому что пока мы будем так местечково смотреть на какие-то определенные вещи, то ничего хорошего из этого не получится, к сожалению. Угу. Скажи, в этом контексте, вот как ты смотришь на вот эти странные там для многих заявления Трампа по поводу там Канады, Гренландии, да, потому что, это не просто как бы троллинг там, да, он системно это делает. Да. То есть один месседж прозвучал, потом второй, потом третий, и оно ходит по какому-то кругу. То есть это уже не выглядит как что он там просто прикалывается как бы в эйфории. Не, в мире сегодня есть тенденция, ультраправая тенденция, которая перемешалась с правой экономической, так сказать, идеологией. Естественно, Трамп является фундаментом этого всего, он хедлайнер этого всего. Есть несколько таких правых лидеров, которые сегодня демонстрируют готовность и зов другим правым валить левых и объединяться где-то. Да, они друг друга находят, ищут. Это Мелони в Италии, например, это Хавьер Милей в Аргентине, который окружен леваками, кстати, тоже в Латинской Америке, его все ненавидят. И посыл Трампа, он понимает, что из Мексики ничего хорошего не получится, если он не легализирует кокаин, в конце концов, да, или там не будет продавать их в аптеках, то с Мексикой будет тяжело, с той Мексикой, которая сегодня. И в Канаде он видит большую возможность, такую конфедеративную огромную возможность экономическую, если там тоже будут свергать леваков. И его посыл, чуть-чуть унизительный для Трудо, был посыл правым: ребята, я здесь, я с вами, берите власть в свои руки и давайте вместе думать, что мы будем делать дальше с экономикой, с безопасностью и так далее. Вот и все. Он же там говорит, что если мы будем вместе, если вы будете нашим штатом, то вам придется на 60% снизить налоги, как у нас.
Но тебе не кажется, что он опоздал в какой-то мере, потому что вот эти представления, что Канада там населена этими добропорядочными Опоздал, конечно. англосаксами, там, да, это уже, ну, во всяком случае, когда я в Торонто был, там, не помню, в 16-м году или в 17-м, ну, там треть, если не больше, это были выходцы там из Азии, из Африки. Это, ну и хорошо известно, что туда идет очень большая миграция. На восточное побережье из Китая едут, вот, наоборот, на западное из Китая, на восточное, там, в общем, из Африки там, и других стран. Да, но он просто щупает почву, он пытается сейчас делать такие неожиданные, неординарные заявления, что привлечь к себе мировое внимание, всемирное внимание. Вот я делаю Америку great again опять, да, великой, и вот дам тоже возможность вам запрыгнуть на этот же поезд. Ну, вы же там похожая страна, но Канада очень похожая на Америку страна, да, там структура и так далее, несмотря на большие проблемы тоже с идентичностью, там франкофоны, там есть такие проблемы с Квебеком, например, да, исторические там у них там неразрешимые, но все равно большая либеральная демократия с большими ресурсами, с перспективой развития и так далее. Тут вопрос задают. Спросите, пожалуйста, Давида его мысли относительно очередных перерезанных кабелей в Балтийском море при участии России и Китая. Ну, потому что это тоже уже как бы действительно какая-то тенденция. Сегодня там, по-моему, премьер-министр Финляндии, там кто-то вот из их руководства сказал, что это уже не выглядит как случайность. Пока на Западе бардак и неопределенность, а пока оно так и есть. Пока Запад не может понять, что с нами делать и что с Россией делать вообще, и может просто пытается это все забыть и законсервировать, заморозить, то авторитарные режимы, они достаточно вьючие в этом плане, они ждут. Они понимают, что сейчас как раз время их маневра и действия. Вот и все. И это все усугубляться. Это будет новые, завтра могут появиться новые очаги военных конфликтов, интервенции того же Путина и так далее. Вот вы меня выдворили из Сирии, вот я сейчас делаю ход конем и зайду куда-то там, не знаю, сейчас не хочу озвучивать разные страны, чтобы не пугать людей, но в голове у меня есть, они могут делать такой маневр. Да, но и могут, но насколько они могут его делать реально в нынешнем контексте, потому что ведь Украина реально выбила у них очень много возможностей, там, да, и то, что в Сирии произошло, это является прямым следствием ослабления России. Она Конечно. просто десятки тысяч бойцов там уже не могла держать, как это было там еще 4 года Но назад. все равно Путин любит блеф. Путин, понимаете, на что он готов идти и рисковать, не готовы за ним идти его оппоненты. Вот в этом есть как раз вот риск. Либеральная демократия не готова идти за ним. Угу. Как ты вообще смотришь? Не дай бог, если он решит, например, там вот 30 километров от Тбилиси стоят его танки, например, да? Вот он просто решит там пошуметь, завести эти танки и отодвинуться там на 10 километров, на 5 километров там дальше. Будет же паника большая. Угу. Как ты смотришь вообще вот на перспективу, даже не на перспективу, а на позиции Сирии, в Сирии Турции, там, да, и вообще Турции в регионе в этом контексте, потому что, ну, очевидно, что они усилились с одной стороны, а с другой стороны у турков могут появиться угроза перенапряжения. Они влезли в очень большое количество конфликтов и зашли на разные региональные площадки, там, в Африке, на Ближнем Востоке. Я считаю, что у Турции сегодня преувеличен ресурс менеджерить и управлять Сирией, хотя исторически у них был опыт у Османской империи этого всего. И для Сирии это выход, такая османская институционализация государства, чтобы зашли институты и помогли им что-то привести в порядок, по большому счету, да. Но мы пока не знаем, чем это закончится, к сожалению. Я очень внимательно слежу за новым лидером Сирии. Смотрел очень взвешенное его интервью в BBC, на BBC, если смотрел, да, там на 20 минут интервью. И он он отвечает на вопросы как политик. То есть на него вот посмотришь, он не выглядит как какой-то обезбашенный религиозный фанатик, который там просто кричит Аллаху Акбар, всех убьем, перережем, там, вернем территорию и так далее. Да? То есть он адекватно понимает, воспринимает ситуацию на сегодняшний день. Но что случится, если он почувствует силу и уверенность и встанет на ноги, вот это мы же не знаем пока. Как он будет относиться к туркам, как он будет относиться к тому же Израилю и так далее. Да? То есть мы же не знаем. Вообще сможет ли он консолидировать власть, это что ж непонятно. Мы же отсюда сейчас смотрим, там миллион кланов каких-то, миллион амбициозных людей с автоматами стоят там. И как они будут себя вести, и вообще удержится этот парень при власти, нет, как там все будет. Поэтому Турция влезла в большой бардак, и я не знаю, не уверен,
Смогут ли они до конца вот это удержать? У них нет опыта такого пока. Турция все-таки была занята своими личными проблемами, турецкими вопросами, так сказать, да, управления и так далее. И много столетий они не управляли другими государствами за морями, например, или за этими, да, то есть за пределами Турции. Поэтому Ну, я не не знаю. столетия, десятилетия. Потому Десятилетия, что столетия да. были. Столетия были, да. Десятилетия они не в состоянии. Поэтому я 100 лет как минимум. Да, я не знаю, насколько это же еще и затраты, это же еще и деньги, это же ресурс человеческий, да, то есть. А в экономике сейчас у Эрдогана не очень хорошо ситуация. Да, поэтому я не знаю, если честно. Как ты в этом контексте тогда смотришь на перспективу Грузии? Потому что мы хорошо знаем, что Турция имеет большое влияние на Грузию и в сфере безопасности, и в сфере логистики, и в экономике, в общем-то, там, да. И вот те протесты, которые там происходят, они же не закончились. И вообще ситуация Нет, такая, они в разгаре, наоборот. ну, она подвешенная такая. То Да. есть, по большому счету, видно, что с одной стороны власть зашла в некий тупик, но и оппозиция находится в неком тупике, потому что нет кристаллизации там новых лидеров. Ну вот объясни, вот здесь спрашивают, здесь был вопрос, как Давид смотрит на перспективы Грузии там в перспективе 5 лет или в средней там 10 лет? Грузия также сегодня сражается за идеалы и абстракцию. Это не те дебилы, которые там в Беркли и в Гарварде выступают там с плакатами там Газа там и за свободу и так далее, и так далее. Да, это люди, которые по-настоящему хотят жить в свободном мире, в Европе. Одна хорошая новость в том, что политический процесс не зависит уже от оппозиционных партий. Это по-настоящему надполитический, чисто народный протест. Это чисто протест среднего класса, то есть образованные, нормальные, интеллигентные люди просто взбудоражились, они восстали, и они собираются расходиться. Они понимают, что вот есть пропасть, они видят эту пропасть, и они понимают, что если они не будут каждый день выходить на улицу, то просто страна туда провалится, и все, это будет конец. И грузины, мы грузины, как бы всегда были склонны быть частью какого-то глобального мира и глобальной движухи. Мы никогда не стремились к самоизоляции. У нас не было никогда случая, как было с Арменией, например, из которого Армения пытается сейчас выкарабкаться. Да? То есть мы не хотели быть где-то какой-то провинцией, которая там вот просто всеми забыта и так далее. Это попытался сделать Иванишвили, кстати. И у него получалось, 12 лет люди жили под таким наркозом. И это устраивало и Запад. Вот сегодня я как раз написал статус. Сегодня день, когда американцы с опозданием 12 лет наконец-то наложили на Бедину Иванишвили, олигарха российского разлива, санкции. И я помню, в 2012 году от маленькой, но амбициозной Грузии, которая развивалась достаточно уверенными и быстрыми темпами, которая о себе заявила, что мы не хотим себя позиционировать как страна Южного Кавказа, мы позиционируем себя как часть Восточной Европы. Воспринимайте, пожалуйста, нас так. Мы не люди усатые с кепками и аэродром, которые жарят шашлыки. Мы древняя цивилизация, которая нашу энергию направили в реформы. Усовершенствование страны, в экономические реформы, современные, заменили госаппарат. Он у нас сегодня самый молодой и эффективный даже в сравнении с западными странами. И берите нас и воспринимайте такими, какими мы есть. Мы хотим НАТО, мы хотим в Европейский Союз, мы хотим идти дальше и так далее. Оказалось, что от нас просто устали. И к этому никто не был готов. Как только Путин начал на это болезненно реагировать и напал на Грузию физически, он им показал, что, ребята, нет, я так легко этих ребят никуда не отпущу, я готов за это драться, убивать и так далее. Они сказали, не-не-не, хорошо все. И я вспоминаю контекст, когда администрация Обамы, Хиллари Клинтон бегала с красной кнопочкой к Лаврову, большая программа перезагрузки, помните это все. И в этом контексте они решили, что ну давайте, может, Грузию все-таки поставим на паузу и превратим ее в какую-то серую зону. Вот есть парень, мужик есть, Бедина зовут, которому дали вывести из России $2,5 миллиарда, как раз перед вступлением, официально его вступлением в политику. И он для нас будет достаточно выгодным, он будет иметь коммуникацию и связи с Кремлем, он не будет раздражать Кремль, он не будет выпендриваться из Грузии и делать то, что мы сами не верим, и даже какая-то часть грузин сами не верят в это, что из Грузии можно сделать какое-то чудо.
и нас не будет напрягать, что мы куда-то быстро ее взяли там, и так далее, и так далее. Будем подкармливать, там какие-то копейки подкидывать на какие-то проекты определенные, и все будет нормально. И мы оказались тогда такими козлами отпущения в этом плане, путались уже под ногами. И был такой случай, даже я вспоминал, зашел миллиардер с 7 миллиардами долларов в грузинскую политику, все понимают, кто он и с чем он идет. И он начал закупать там миллионы спутниковых тарелок, сателлитных вот этих, для ТВ. И начал бесплатно раздавать и дарить населению, чтобы они смотрели его оппозиционный телеканал личный, ну, под выборы. Мы, естественно, наложили тогда арест, поскольку это считалось подкупом избирателя по грузинскому законодательству. И что случилось? Прибежал посол Соединенных Штатов Америки, прибежал на один из складов, значит, и потребовал от нас снять срочно пломбы и, значит, вести себя демократическим образом и не мешать политической оппозиции, значит, в этом всем. Как только Бедина сделал заявление, никто фактически, какой-то богатый дядя просто написал письмо и сказал: я готов вступать в грузинскую политику. И что случилось? К нему в резиденцию, это не бизнес-центр был какой-то, или не гостиница какая-то была, не нейтральная территория, к нему домой явились все послы Большой Семерки во главе с послом Соединенных Штатов. И после этого он получает власть, он выигрывает выборы, но были там другие факторы, нельзя винить сейчас, что американцы там прямо ему передали и так далее, там была усталость от наших темпов, была потребность на смену власти, это очевидно, это последствия любой либеральной демократии. И мы понимаем, что начинаются репрессии. Он начинает давить самую сильную оппозиционную силу, то есть нас тогда, Единое национальное движение, самую большую фракцию в парламенте. Вот было большинство парламентское, а у нас было меньшинство парламентское. Мы формировали одна фракция. И мы приезжаем в государственный департамент, и там сидит директор этого департамента, который, значит, перекрывал Грузию тогда, отвечал за Грузию и за регион весь. Я ему очень деликатно пытался объяснить, что нельзя с такими людьми, с олигархами российского разлива относиться и воспринимать их как конвенциональный политик. Как конвенциональные политики, да, то есть это люди, которые конвертируют Грузию в финансы, в свой личный доход и прибыль. Они смотрят на, не веря, что из этой страны получат что-то интересное, например, да, он просто притворяется, что он двигается к Западу, он прозападный, я говорю. В нужный момент, когда он почувствует какой-то риск, я говорю, он начнет зажимать все и развернет страну куда. И он, знаете, вот на меня смотрел, как вот с такими уставшими стеклянными глазами, вот ждал, пока вот наступит тот час, когда мы просто покинем это помещение, уйдем. И они до сих пор надеялись, что все-таки с ним можно договориться, с такими людьми нужно договариваться, иметь дела, но все-таки важность Грузии, она так или иначе она есть из-за энергоносителей и так далее. Это привело к чему? Привело к тому, что Грузию покинуло 30% населения за это время. То есть Грузия потеряла вектор, Грузия потеряла вообще философию развития. Люди разуверились в будущем до вот последних событий. Вот сейчас как-то вот подъем, люди начали как-то выходить с этого наркоза. И вдруг люди осознали, что, блин, мы же проснулись в России, ну как так могло быть? А когда мы предупреждали 13 лет назад, что, ребята, это случится, и если вы будете закрывать глаза на то, как они относятся к нам и поступают с нами, да, то есть избивают на улицах, кидают в СИЗО, изгоняют из страны в эмиграцию и так далее и тому подобное, то это придет и к вам рано или поздно. И это пришло. Начали избивать уже всех, тех людей, которые туда приходят. И я опять к тому, что... Извини, и Грузия же маленькая страна. И Грузия маленькая если страна. Если кого-то избили, то да. все понимают, кто избил, Конечно, как избил. Конечно. И это же отношения, то есть какие-то могут быть даже родственные, дружные. Конечно. И Грузия также борется за вот абстракцию, так же, как и за Украину. Украина же не знает, когда нас примут куда-то, станем мы ли членами Евросоюза, будем мы ли в НАТО, что нас ожидает. Грузия также висит на волоске буквально, но люди вышли и говорят: нет, мы готовы рисковать, мы готовы бороться и драться за то, чтобы что-то у нас в конце концов получилось и вышло. Но процесс также самоорганизации людей, он происходит очень медленно, к сожалению. Вот политики отошли, это протест без лидеров, это протест без сцены. Сцены нет на Руставель, никто не выступает. Просто люди молча собираются, там какие-то инсталляции, там какое-то
молодежи эти люди какие-то эти придумывают разные акции, да, там кто-то танцует, кто-то поет, кто-то наоборот что-то рисует и так далее. Но все-таки они доходят к тому, что надо создавать структуры уже, заходить самим в политику, менять политический класс в целом, и тех, и других, и приходить к власти, потому что, ну, это уже цуцкванг такой, там, ни туда, ни сюда. Но власть, ситуация намного хуже, потому что у них вообще маневра не осталось уже. А что они могут сделать? Что позвать Путина, заходи нас спасай, но это будет для них уже полный конец. То есть на их могилы будут просто там плеваться, да, то есть и... Но Путин тогда может решить большую задачу, ну вот условно говоря, вот спасение там режима Бензины и открывает как бы дорогу для того, чтобы зайти в Армению. Он уже ему не нужен, Юра. Если он примет такое решение, то зачем ему там бензина вообще? С бензиной будет... Нет, это как повод, это как с Януковичем. Повод типа было спасать Януковича. Да. А где Янукович? Да, в заложниках сидит, деньги у него забрали, Россию покинуть он не может, сидит там как заложник. Та же самая история с Асадом. Его деньги лежат в ФСБ, который он оттуда забрал. На них там эти штампы ФСБ сегодня. Ты сиди, мы тебя позовем, когда ты нам будешь нужен. А бензин-то кому там нужен? Не дай бог, если Путин принимает уже решение оккупировать что-то, ну, ни в Донецке Януковича нет, ни Ефремова нету сегодня в Луганской области, и Кернеса бы не было в Харькове, если Кернес вовремя не принял бы решение, тогда он это понял. И Бедина это понимает, он русских прекрасно понимает как раз, он давно там жил, и с тех пор ни разу даже не сунулся в Россию, просто, ну вот, ни разу не пересекал потом границы, лет, наверное, там сколько уже, 20. Ну, в этой логике какая перспектива у Грузии? Все-таки вот на первоначальный вопрос, как ты видишь эту перспективу? Единственная перспектива — это надежда на самоорганизацию людей, чтобы они формировали новую повестку сами. Вот протестное движение, чтобы она вывела на поверхность тех людей, которые готовы уже брать ответственность, да, то есть, ну, определиться, кто у нас сегодня такой альтернатива власти, из кого мы формируем новую власть, которая будет, естественно, переходной, кто будет потом в новом процессе участвовать и как мы будем это все менять. Все уже практически договорились, что, ну, эти должны уже уходить, они просто носители риска и катастрофы для Грузии. Присутствие внешних игроков, ну там той же самой Турции, Запада, вот в этом контексте, ну каким будет? Запад помогает как может, вот медленно, но видите, они какими-то заявлениями, вот сегодня все-таки были эти санкции, европейцы наложили, значит, санкции, ну, сделали невизными, значит, у всех представителей грузинской власти, у которых дипломатические паспорта, ну, готовится это решение, которые станут невизными в Европу, да, даже готовы пересмотреть там, немцы сегодня, кстати, вчера как раз подняли вопрос, пересмотреть безвизовый статус или ассоциированный статус европейского членства Европейского Союза Грузии в этом плане и контексте. Поэтому они как могут помогают, поэтому все зависит от людей. Грузины слишком много надежд, как это правильно будет по-русски, слишком сильно надеются на помощь Запада, что Запад за них что-то сделает. Они сейчас пришли к тому, что все-таки власть надо будет менять им самим. Вот все ждали вот санкции, вот это Бедина давно к этим санкциям готовился. Он уже понимал, что они рано или поздно его настигнут, и у него всегда там, ну, был план Б как бы. Он все деньги, которые были, занес в Грузию, там освободил себя от импорта, значит, валюты, специальный закон пролоббировал, из офшоров уже завез эти деньги обратно там в свои банки и так далее. Поэтому так вот, бизнес перепуганный очень, бизнес понимает, что так не может уже продолжаться. Но грузинский бизнес без западного финансирования — это что? Это же ничего. Там есть уже большие банки, которые там на лондонской бирже, они стоят намного больше, чем украинские банки, если взять грузинские банки. Серьезно? Да, да. Ну, естественно, это всех волнует. Приход Трампа в этом контексте, вот он что для Кавказа означает? Бедина наивно надеялся и предполагал, что он с Трампом договорится, что Трамп просто забьет на Грузию, и все будет в порядке. А вот республиканский, значит, конгрессмен Трампа вчера сделал заявление, что Бедина, тебе трындец, ты самопровозглашенный негодяй, который там тянешь Грузию туда-туда, и ну, ничего хорошего. Президент Трамп говорит, даст тебе понять, что он не толерирует самопровозглашенных лидеров, которые захватывают власть.
И они сейчас в такой растерянной ситуации, ему некуда деваться. И к Путину не может побежать. И Трампу он не нужен, по большому счету. Ну зачем бензина Трампу, по большому счету-то? Ну, однозначно. Да. Единственное, что Трамп может говорить, просто дать ему гарантии, что, ну, там, покинешь страну, куда-то там поедешь, не знаю, или в Америку, типа, или там в Бразилию поедешь. В Америку уже санкционного его никто не примет. Ну и как-то так. Но Трамп вот для региона что? Это вот помимо Грузии. Есть Армения, которая оказалась в такой, после Второй Карабахской войны и всех приключений, вот она оказалась в таком подвешенном состоянии. Трамп такая же надежда для Грузии, как и для Украины. Вот по социологии каждый второй украинец считает, что Трамп может остановить войну. А грузины понимают, что если в Украине Украина не выйдет из этой ситуации победителем, с лучшими позициями, давай так назовем, да, то Грузии вообще никаких шансов нет. Поэтому грузины на Трампа смотрят с точки зрения и перспективы Украины. Вот они каждый день живут вот украинской войной. Они понимают, что украинская война будет решать судьбу Грузии. По Европе давай еще коснемся. Вот как ты видишь будущее Евросоюза в контексте того, ну, как бы тех проблем, которые он опускается все глубже и глубже, поскольку Германия в кризисе, мы уже говорили, во Франции тоже дела так себе, как бы там. Ну, Франция лучше себя чувствует в плане энергетики, по крайней мере. Да, потому что у них ядерка своя, да. И они... Я считаю, что если леваки из Европы не уберутся, и их не снесут просто рано или поздно, то у Европейского Союза будет мало перспектив быть в той форме, которая ему на самом деле нужна и нам нужна, по большому счету, потому что они будут справляться с теми задачами, которые перед ними стоят. Вот, ну, если посмотреть на состояние государственного аппарата и государственной машины даже в Европе, да, которая, ну, вот, должна противостоять на сегодняшний день там разным рискам и вызовам, она же уже устарела, она не может вытягивать это все. Поэтому только смена политического класса. И да, это будут ультраправые на какое-то время, конечно. И да, я вам скажу, что единственные ультраправые исторически могли противостоять и воевать, например, с такими государствами-агрессорами, как Россия. У либералов это не сильно хорошо получалось, по большому счету. Поэтому нам придется и этот этап как-то пройти. Потому что левачество выдавило сначала ультраправых на улицу, а потом превратило их уже в политический истеблишмент. Они могут быть отшельниками, где-то скандировать по улицам там, и так далее. Они превратились в политический истеблишмент. Посмотрите на Европарламент уже. Фракция ультраправых увеличивается и так далее. То есть только правая политика, переход с левачества на правую может спасти Европу. Хотя как это случится, учитывая население, я сложно представляю себе. Я вспоминаю министра обороны Эстонии. Он был, кстати, бывшим министром иностранных дел, потом министром обороны или наоборот, не помню. Очень умный был человек. И он нам говорил в 2009 году или 2010, не помню точно, что, вы знаете, говорит, из-за того, что население Соединенных Штатов и Запада быстро растет и увеличивается, и социальная ответственность и расходы социальные также растут пропорционально этих стран, наступит пора, когда Соединенные Штаты перестанут финансировать заокеанские проекты, заморские такие проекты. И нам нужно быть готовым к такому моменту, когда они могут просто захлопнуть вот эти проекты большие, глобальные. Да? И вот мы сейчас находимся вот на извилине вот этого всего. С леваками они погибнут 100%. Им надо находить как-то силы, но просто населения не хватает уже. Население, которое готово голосовать за правые силы, не ультраправые, а правые силы, его просто мало, его просто уже нет. Почему американцам республиканской партии пришлось выбрать Трампа? Потому что Трамп сел на ультраправую нишу. И этим республиканская партия, в принципе, не утонула и выгребла. Потому что та республиканская партия, которая была при Рейгане и Маккейне, ее просто уже нет, потому что нет избирателей в таком количестве. Белого американца, среднего класса, образованного, который голосовал за консерваторов, их все меньше и меньше. Также и в Европе. Ну, в этом контексте, кстати, приход Трампа, он, возможно, еще запустит переформатирование демократической партии, усилит ее кризис. Вот если он начнет как бы бить по всем этим программам, там, да, которые... 100%. И это запустит внутреннюю дискуссию в самой Демпартии, к чему они пришли. Ну, 100%. Ну, это единственный его выход, в принципе, выйти из этого кризиса сейчас. Тут по Грузии вот еще спрашивают, Татьяна Духсенко спрашивает, спросите,
Спросите Давида вот о следующем. Гила Васадзе говорит о перспективах новых парламентских выборов в начале февраля. Ну, в Грузии, я так понимаю. Ну, вы знаете, опять вопрос возникает, кто будет администрировать, кто будет проводить эти выборы. Опять мы приходим к политической инфраструктуре и сильным платформам, которые готовы взять ответственность и контроль этого всего. Если выборы также будут в руках у Бедзины, повторится то же самое. Он себе нарисует все, что хочет, и скажет: я опять у вас выиграл, ребята, что вы хотите? Еще один вопрос по поводу Грузии. Вопрос на засыпку относительно судьбы будущего Саакашвили. Ну, будущее Саакашвили напрямую, естественно, зависит от успеха протеста. Это будет и ситуация, похожа на выход из тюрьмы Юлии Тимошенко после Майдана. Не факт, что у Михаила получится иметь серьезные рычаги управления над страной, но политическое влияние за ним, естественно, в политике Грузии останется. То есть какая-то часть, достаточно солидная часть политического пирога всегда как-то его политической силой будет подъемен, так сказать, да, и учитывая его масштаб. Но это не протесты ни Михаила, и ни одного, или другого, ни третьего политика. Поэтому люди очень скептически и отторжением относятся сейчас к таким традиционным конвенциональным политикам там. Поэтому я не знаю, как он будет, дай бог, чтобы все получилось, и его освободили, и страну освободили, в конце концов, от рабства 12-летнего, а потом уже посмотрим, как пойдет. Угу. Давай вернемся теперь к Украине. Вот с учетом вот этого всего внешнего контекста, которого вот мы так прорисовали пунктирно, вот каким ты видишь 25-й год для Украины? Вот. Наверное, решающим. Или что-то закончится, или хорошо, или плохо, давайте так назовем, да. Я имею в виду войну. Или все будет, может быть, ну, тогда очень затянуто и очень плохо. Потому что война уже очень плохо. Если эта война будет затягиваться, то сколько ресурсов бы нам не давали бы, мы просто выдохлись уже административно. Да? То есть сколько вооружения бы нам не дали бы, но просто люди уже устали воевать. У нас все меньше и меньше энтузиазма у людей, и не говоря уже о мобилизации, продолжать эту войну. Не говоря уже про экономику. И я не знаю, насколько Трамп готов будет финансировать это все. Очень долго. Так не готов. Не готов. Он демонстрирует всеми публичными доступными методами это все. Это просто за это время сформировалась такая секта особенно одаренных людей, так называемых трампистов, которые нам говорят, что мы тупые, мы не знаем тот английский язык, на котором разговаривает Трамп, мы не то поняли, и все иезуитство, так сказать, и вся сакральность случится после того, как Трамп уже на самом деле начнет делать то, что он задумал, не то, о чем он сейчас говорит. Угу. Вот важно, что у него в голове сейчас, о котором только они знают, мы не понимаем это, понимаете? Поэтому... Илларионовы всякие. Ну, сформировалась такая секта обожателей, и это опасно всегда. Ну, лидера надо, по крайней мере, уважать, и не молиться на него, и не обожать, и не делать из него какого-то мессию. Трамп сам этого боится, наверное, к нему такое количество ожиданий со всего света, как фильм один, помните, там этот известный актер темнокожий играет там Бога, когда ему там имейлы приходят с разными пожеланиями там и этими, а мне надо то, и он там сидит и там что-то там удовлетворяет все эти просьбы, потом устает там это. Так это Керри, там когда он Керри получил. Да. Этот же, я забыл, как этот фильм называется. Ну да, и все повалилось. Да, и все повалилось в конце концов, да. Но вот к нему такие же ожидания, как всемогущему Богу, который вот там взмахнет какой-то палочкой и. Трамп всемогущий. Да, Трамп всемогущий. Ну, видишь, у нас тоже как бы и правительство, там Марченко, там, допустим, там и у президента, похоже, есть вера, что мы Марченко это лучше даже не упоминать. Что мы можем, что у нас есть там деньги вести войну там до какого-то периода, на полгода у нас есть деньги вести войну. Ну, Кулеба тоже лопатой собирался там еще драться и останавливать. Сейчас в Гарварде я оттуда сказал еще, что если Украину не примете НАТО, то Украина нападет на Россию рано или поздно. Угу.
Потому что в Украине появится политическое направление реваншистов, и рано или поздно мы нападем на Россию. Я вообще не понимаю, как бывший дипломат может такое сказать публично, особенно в интервью. Как, в принципе, человек здравомыслящий может это сказать. Да. Морган Фриман и Джим Керри. Да, Морган Фриман играет роль Бога, да. Брюс всемогущий нам подсказывает. Да, вот. Видишь, Трамп всемогущий, Брюс всемогущий, но в голове где-то сидит. Да, Трамп всемогущий. Да, и собственно говоря, поэтому ну, для Украины я согласен в том, что в том плане, что это действительно будет решающий год. Поскольку Ну или мы уходим уже очень длительную историю, и тогда для этой истории нужны совершенно другие руки, мозги, инструменты. Нужен очень откровенный разговор с людьми и с народом, без иллюзий, без границ 91 года и совершенно новая инфраструктура, в том числе и политическая, и административная, которая скажет, что, ребята, ну, в длинную уже другого варианта нет. То, что мы делаем сейчас, не то, мы не используем все наши ресурсы. Даже да, там 50%, которые в нашем распоряжении, чисто украинском распоряжении, наши внутренние ресурсы, и нам придется перестраиваться в военный табор полностью. Чего не произошло, к сожалению, за это время. Гудвин пишет, когда Трамп успел стать геостратегом мирового штаба, что на него столько ставок? По первому своему сроку он для меня выглядит как эмоциональный популист, с трудом понимающий, что он делает. И тут же Тарас Мавдрик добавляет, варто лише проглянути подкаст Джо Рогана і Трампа, щоб зрозуміти, що Трамп не те, що не месія, а не визначається гострим розумом в свої роки. Ну, Трамп точно не мессия, и он точно не понимает, что он будет делать до конца. Так же, как и члены его команды, которые сегодня вот чем-то похож даже на слугу народа, когда они приходили, и там кто-то там покрикивал что-то там в одну сторону, кто-то другой, какой-то бред нес, кто-то нет. Ну там чуть-чуть лучше ситуация, конечно, но сформированного видения, что он будет делать, особенно в международном отношении, пока непонятно. Особенно он же идет с антикитайской повесткой. И одновременно он говорит, что я вот поговорю с Володей, я его хорошо знаю, и Китай может помочь. Зачем Китаю помогать? Чтобы Трамп зачморил Путина, чтобы потом что? Потом всеми силами кинулся на Китай? Зачем Китаю ему помогать? Я не понимаю. 100%. Ну, еще раз спрашиваю, все же, Давид, как видит будущее Саквартелло, оптимистично или пессимистично? Не, оптимистично однозначно. Если бы этого не случилось бы, я вам сказал бы, что все закончилось. А это появилось на ровном месте, вот прямо вот этот протест всколыхнул, народный протест. Такого хочу вам сказать, что в истории Грузии фактически не было. Было национальное движение освободительное там, в конце 80-х, что привело к принципе независимости Грузии, такое общее национальное движение, надпартийное как бы, да. Но тогда был Зуятгам Сахурди и Мираб Костава, это были две глыбы, очень авторитетные люди, которые вели это все. И впервые случилось, что вот это все движение возникло на таком горизонтальном уровне, без лидеров. И люди от этого кайфуют, кстати, получают удовольствие, потому что они комплексуют. Им всем говорили, что вот есть поляризация общества, ты или КОЦ, ты или за Иванишвили, или НАЦ, то есть мы. И происходила демонизация нашей партии, нашей политической силы, Михаила, что мы там кровавый режим, мы такие, мы придем, сейчас всем порвем, и так далее, придут реваншисты и так далее, будет опасно для всех, а тут стабильно, ну делайте, что хотите и так далее. За это время Бедина дал всем заработать деньги всеми путями, и легальными, и нелегальными. У него появилась такая лояльная прослойка бизнес-класса, которая при нем создалась, которым дозволено в принципе все. Ты приходишь там в службу безопасности или где-то в один из его, так сказать, каналов коммуникации, тебе дают какие-то тендера, возможно где-то воровать, за коррупцию никого не трогают, не сажают, уже не наказывают и так далее. Все довольны были до того времени, пока страна под угрозой захлопнуться просто медным тазом и закрыться. Этого уж никто не хочет. Все хотят распоряжаться этим добром и благом, что у них есть сегодня. Ну, кто-то уже понимает, что им придется бежать в Дубай какие-то, потому что да. Запад уже их понимает. Ну, как у Каладзе, Запад уже понимать не будет. В Милане он так свободно жить уже не сможет. Он тоже попадет под санкциями. Придется ехать в Дубай или в Москву. Там и Дубай, глядишь, тоже начнут поджиматься, потому что они то. Ну, в Москву. Они как раз четко следят за куда ветер дует. Да, а в Москве с деньгами не поедешь там. В Анапу там, да. Из Москвы. В Анапу. Да, не, ну с деньгами поедешь, но их у тебя заберут.
В Анапу на вот этот нефтяной пляж, который Да, там да. сейчас копают и этих бакланов спасают. Да. Хорошо. Спасибо, благодарят. Вот некоторые тебя впервые смотрят і говорять, дивлюся Давида вперше, дуже адекватна людина, яка не літає десь у хмарах і запрошуйте ще. Ну, Дякую вам, дякую за добрые слова. Обязательно будем запрашивать. Спасибо большое. Давид Спасибо Сехварелидзе с нами был. Мы не заканчиваем на этом. Сейчас следующий будет небольшой моноэфир по поводу этого самолета азербайджанского, который был сбит Россией, и в котором вот как в лакмусовом таком, с лакмусовой бумажкой проявил, ну, собственно говоря, и отношение России к своим соседям, и, собственно говоря, те вызовы, перед которыми соседи оказались в лице Азербайджана и Казахстана, которые там сейчас судорожно думают, как выруливать из этой ситуации. Все, спасибо, что смотрели. Через несколько минут включаемся. Пока. Я побежал тогда.